Как выглядит утро человека, чье состояние превышает 300 миллиардов долларов? Шейх Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум просыпается в 5 утра. Не потому, что так положено правителю, а потому, что в этот час он лично выезжает на конюшню и проверяет своих лошадей. Его личный парк насчитывает более 3000 чистокровных скакунов по всему миру, а завтрак в этот день будет подан на золотой посуде в покоях дворца Зябель, который по размерам превосходит несколько футбольных полей. Но самое удивительное, не яхты длиной в 300 метров и не личный авиапарк из 100 самолетов, а то, как именно он тратит каждую минуту этих 24 часов. 5 часов 15 минут шейх уже стоит на конюшне дворцового комплекса Зябиль. Ни в халате, ни в пижаме. В традиционной белой кандуре и личных кожаных сапогах ручной работы, пошитых мастером из Флоренции, который специально летит в Дубай раз в год для снятия мерок. Конюхи заранее знают, если шейх заметит, что у лошади неправильно расчесана грива, виновный будет немедленно уволен. Завтрак подается в личной столовой, куда не допускается никто, кроме избранных членов семьи и 2 личных поваров. К 6 утра он возвращается во дворец. Меню не составляется заранее. Шеф-повар каждое утро звонит поставщикам и узнает, что именно прибыло этой ночью. Омары из Бретани, трюфели из Умбрии, икра из Астрахани — все это доставляется на стол в течение нескольких часов после того, как покидает место добычи. Рыба, поданная на завтрак шейха, была поймана не вчера и не позавчера. Ее поймали этой ночью. Каждое утро шейху подают финики из его личных пальмовых плантаций в оазисе Аль-Айн. Но главное блюдо стола считают не деликатес из 3 континентов. Это традиция, которую он не нарушает даже в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. Финики везут с собой в специальном контейнере с контролируемой температурой. Он ест их первыми. До омаров, до трюфелей, до кофе. Это не ритуал для публики. Охрана и прислуга подтверждают. Так было всегда, сколько они себя помнят на этой службе. Кофе — отдельная история. Личный кофевар шейха — должность, которая существует при дворе уже 40 лет. Нынешний занимает ее 22 года. Он готовит гахву трасоим, традиционный арабский кофе с кардамоном и шафраном, таритайдан, в медном дале, который передавался в семье Аль-Мактум 3 поколения. Никаких кофемашин стоимостью в десятки тысяч долларов, никаких капсул от европейских брендов. Медный дала, огонь. Руки человека, который знает этот рецепт наизусть. Столовая, где проходит завтрак, выходит окнами на внутренний сад дворца площадью 12 гектаров. В саду живые живые павлины, которых завезли из Индии, фонтаны из каррарского мрамора и пальмовые аллеи, которые высаживались по личному указанию шейха. Каждое дерево в этом саду посажено по его приказу, и он помнит историю большинства из них. Завтрак длится ровно 40 минут. Не 45, не 35. Помощники знают, в 6:40 шейх встает из-за стола. В этот момент уже ждут первые документы на подпись, первые советники с докладами, первый телефонный звонок из Лондона. Там офисы инвестиционного фонда открываются раньше, и управляющие держат наготове сводку ночных торгов. За столом с финиками и гахвой принимаются первые решения дня. И некоторые из них касаются сумм, которые превышают годовой бюджет целых государств. В 6:45 у главного входа дворца Зябиль уже стоит кортеж. Не один автомобиль, 8. Впереди 2 бронированных внедорожника с охраной, за ними главный автомобиль, следом еще 5 машин сопровождения с советниками, врачом, личным секретарем и техническим персоналом. Дубайская полиция перекрывает маршрут за 20 минут до выезда. Не по всему городу, только на конкретных перекрестках, которые меняются каждый день из соображений безопасности. Главный автомобиль шейха — это не то, что большинство людей представляет, услышав слово лимузин. Это бронированный Mercedes Maybach серии с 223, модифицированный по заказу королевского двора на заводе в Штутгарте. Снаружи он выглядит как стандартный представительский седан темно-синего цвета без каких-либо внешних украшений. Никакого золота снаружи, это намеренно. Шейх несколько раз публично говорил, что кричащая роскошь на улице — признак дурного вкуса. Отделка дверных панелей, рамки приборов, держатели для стаканов, все покрыто 24-каратным золотом. Но не это главное в этом автомобиле. Золото внутри. Главное — это бронирование 8 класса по европейскому стандарту, которое выдерживает прямое попадание из штурмовой винтовки. Стекла толщиной 7 см. Отдельная система подачи воздуха на случай химической атаки. Запас хода на спущенных шинах 80 км. Этот автомобиль стоит $4 миллиона, и таких в личном гараже шейха 3 штуки. Личный гараж дворца Зябиль. Отдельное здание площадью более 2000 квадратных метров. Там стоят 287 автомобилей. Bugatti Veyron, Lamborghini Veneno, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Phantom в 7 экземплярах разных цветов. Его не продают и не реставрируют. Он стоит именно в том состоянии, в каком был в день смерти предыдущего правителя. Есть там и Mercedes 1971 года выпуска. Личный автомобиль отца шейха, правителя Рашида. Сотрудники гаража раз в неделю запускают двигатель и проверяют давление в шинах. Пока кортеж движется
движется по дубайским улицам, в главном автомобиле уже идет работа. Личный секретарь едет в машине сопровождения и передает документы через защищенный планшет. Советник по финансам выходит на связь по зашифрованному каналу. Шейх читает утреннюю сводку, седают не газеты, не новостные сайты, а специально подготовленный аналитический дайджест, который его команда собирает с 2 ночи. В нем политические деятельности, чей дольшился в нем политические события в регионе, курсы валют, ситуация на нефтяных рынках и личные пометки о встречах дня. Маршрут кортежа каждый день разный. Даже если цель одна и та же, офис в башне Emirates Towers, водители получают конкретный маршрут только за 15 минут до выезда. Это решение было принято после детального анализа угроз безопасности в 2003, когда в регионе резко выросло число террористических атак на государственных деятелей. С тех пор протокол не менялся. Дорога от дворца до офиса занимает в среднем 12 минут. За эти 12 минут шейх успевает прочитать сводку, подписать 2-3 срочных документа и сделать 1 телефонный звонок. Его помощники говорят, он никогда не смотрит в окно во время поездки. Каждая минута в машине — это рабочее время. Башня Emirates Towers встречает кортеж в 7:02. Охрана перекрыла подземный въезд 6 минут назад. Лифт уже заблокирован на нужном этаже, коридор очищен, переговорная комната проверена техническим персоналом на предмет прослушивающих устройств. Это происходит каждое утро, независимо от того, есть ли в расписании секретные встречи или нет. Личный офис шейха занимает весь 42-й этаж. Никаких опенспейсов, никаких общих зон, только кабинет, переговорная на 20 человек, комната отдыха и отдельный молельный зал. Мебель в кабинете итальянская, на заказ, из массива грецкого ореха. На столе нет компьютера, только телефон с шифрованием, планшет и папки с документами. Шейх принципиально не пользуется электронной почтой лично. Все входящие сообщения фильтрует и распечатывает личный секретарь. В 7:30 начинается первая встреча дня. Сегодня в переговорной сидят представители южнокорейского строительного консорциума. Они прилетели в Дубай 2 суток назад и все это время ждали подтверждения встречи. Подтверждение пришло вчера в 23 часа. Таков протокол. Финальное время встречи с шейхом никогда не сообщается заранее более чем за 12 часов. Это не высокомерие, это безопасно. На столе переговорной лежат материалы по проекту строительства искусственного острова в акватории Персидского залива. Площадь острова 300 гектаров. Стоимость проекта 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Корейцы предлагают завершить первую фазу за 38 месяцев. Шейх слушает презентацию молча. Его советники сидят вдоль стены и не произносят ни слова. Это тоже протокол. Вопросы задает только шейх. И только тогда, когда сочтет нужным. На 23-й минуте презентации он останавливает докладчика одним жестом руки и задает единственный вопрос. Почему 38 месяцев, а не 24? Переводчик переводит. В комнате повисает пауза. Глава корейской делегации начинает объяснять про логистику, морское дно, погодные условия. Шейх слушает 30 секунд, затем говорит по-арабски одну фразу. Советник переводит. Найдите способ уложиться в 26 месяцев. Тогда мы продолжим разговор. Встреча заканчивается в 8:15. Корейцы выходят из переговорной с заданием пересчитать весь проект за 48 часов. Никто из них не знает, что параллельно шейх рассматривает предложения от китайского консорциума с похожими параметрами. Это стандартная практика. Несколько команд работают над одной задачей одновременно, не зная друг о друге. Побеждает тот, кто предложит лучшие условия. С 8:15 до 9:05 3 встречи подряд. Министр транспорта с докладом о новой линии метро. Представитель суверенного фонда с отчетом об инвестициях в европейскую недвижимость за последний квартал сумма вложений составила 970 миллионов долларов. Директор авиакомпании Emirates с запросом на расширение флота. Рассматривается покупка 50 новых самолетов. Шейх не делает пометок во время встреч, не записывает цифры, не фиксирует имена. Его советники после каждой встречи составляют протокол по памяти. Именно по памяти. Диктофоны в переговорной запрещены. Люди, работающие с ним больше 10 лет, говорят одно и то же. Он помнит каждую цифру, названную на любой встрече 3 года назад. И пока шейх подписывает миллиарды, ты можешь стать владельцем самых мощных нейросетей всего за одну подписку на playprofit.com. А если зарегистрируешься сегодня, то получишь бонус 500 токенов, как хорошая сделка с шейхом. Только без ожидания. Ссылка в описании. Если в новом докладе цифра расходится с той, что звучало раньше, он замечает это немедленно и требует объяснений. В 9:05 наступает перерыв ровно на 15 минут. Шейх уходит в комнату отдыха. Охрана закрывает дверь. Что происходит за этой дверью в течение 15 минут, никто из персонала не знает. Выходит он ровно через 15 минут. И следующий рабочий блок начинается секунда в секунду. В час дня рабочий блок прерывается. За 5 часов шейх провел 11 встреч, подписал 37 документов и принял решение о выделении 200 миллионов долларов на реконструкцию портовой инфраструктуры. Обед — не пауза в работе. Это продолжение работы в другом формате. Обеденный стол накрывается не в офисе и не в ресторане. Личный вертолет Сикорский С-92 ждет на крыше башни Emirates Towers
с час дня минус 10 минут. Полет занимает 8 минут. До частной резиденции на искусственном острове Пальм-Джумейра, где расположена летняя столовая с открытой террасой на высоте 30 метров над уровнем моря. В ясную погоду отсюда виден весь Дубайский берег от Джебель-Али до Дейры. За обеденным столом сегодня 8 человек. Двое — сыновья шейха, которые возглавляют отдельные направления государственных инвестиций. Один — советник по региональной политике, прилетевший этим утром из Абу-Даби. Остальные — руководители крупнейших государственных предприятий Дубая. Случайных людей за этим столом не бывает никогда. Каждый приглашенный на обед получает приглашение через личного секретаря шейха не позднее, чем за час до начала. И отказов не бывает. Меню обеда составляется по единому принципу. Половина блюд — традиционная эмиратская кухня. Половина — то, что шеф-повар считает лучшим из доступного в этот день. Сегодня на столе машбуз из баранины, приготовленный по рецепту, который используется в семье Аль-Мактум больше 100 лет, и дикий тунец, пойманный этим утром в Оманском заливе и доставленный вертолетом 2 часа назад. Вино за столом отсутствует, шейх строго соблюдает исламские предписания, и никто из приглашенных не осмеливается просить алкоголь. Разговор за столом ведется по-арабски. Темп обеда быстрый, шейх не растягивает трапезу. Но именно здесь, за едой, решаются вопросы, которые никогда не попадут в официальные протоколы переговорных комнат. Советник из Абу-Даби передает устное сообщение от наследного принца. Речь идет о координации позиций двух эмиратов по вопросу новых портовых соглашений с Индией. Один из сыновей докладывает о переговорах с французским банком по поводу структурирования нового инвестиционного фонда объемом в 3 миллиарда евро. Шейх слушает, ест и отвечает короткими фразами. Ни один из присутствующих не достает телефон. Ровно в 2 часа дня стол пустеет. Не потому, что еда закончилась. Просто шейх встает, и все встают вместе с ним. Это сигнал. Обед завершен. Гости прощаются и расходятся каждый к своему транспорту. Никаких затяжных прощаний, никаких разговоров там в коридоре. После обеда единственная за весь день пауза, которая принадлежит только ему. 20 минут на открытой террасе без советников и без телефона. Охрана держится на расстоянии 50 метров. Что шейх делает в эти 20 минут? Смотрит на море, читает, просто сидит. Никто из персонала никогда не рассказывал публично. Известно одно. В 2:20 вертолет снова запускает двигатели, и рабочий день продолжается. В 2:30 вертолет приземляется не на крышу Emirates Towers, а на вертолетную площадку дворцового комплекса Забель, второго отдельного здания, которое большинство дубайцев никогда не видели изнутри. Этот корпус не отмечен на туристических картах, не упоминается в официальных описаниях дворца и не виден с основных городских магистралей. Его существование не является секретом, но подробности внутреннего устройства не публиковались никогда. На третьем подземном уровне этого корпуса находится помещение, которое сотрудники дворца между собой называют просто комната. Официального названия у нее нет. Площадь около 300 квадратных метров. Вдоль 3 стен экраны от пола до потолка, на которых в режиме реального времени отображаются данные о состоянии всех крупных активов, принадлежащих государственным фондам Дубая. Акции, недвижимость, инфраструктурные объекты, доли в иностранных компаниях – все это движется на экранах круглосуточно. Доступ в эту комнату имеют 7 человек. Шейх, 2 его старших сыновей, руководитель инвестиционного фонда, инвестиционная корпорация Дубая и 3 технических специалистов, которые обслуживают систему. Все 7 подписали соглашение о неразглашении с условиями, подробности которых в открытых источниках не фигурируют. Шейх приходит сюда не каждый день, но когда приходит, проводит здесь от 40 минут до 2 часов. Сегодня он входит в комнату в 2:45. На центральном экране сводка по портфелю европейской недвижимости. Общая стоимость объектов — $23 миллиарда. Среди них несколько кварталов в Лондоне, 2 торговых центра в Париже, отель в Риме и промышленный парк в окрестностях Гамбурга. Все эти активы оформлены через цепочку холдинговых структур, и конечный владелец в публичных реестрах не виден. На левом экране данные по авиационным активам. Авиакомпания Emirates сегодня выполняет 284 рейса в 172 города мира. Одновременно в воздухе находится 137 самолетов компании. Шейх основал эту авиакомпанию в 1985 с уставным капиталом в $10 миллионов и 2 арендованными самолетами. Сегодня ее стоимость оценивается в 32 миллиарда. На правом экране активность портов Джебель-Али. Крупнейший контейнерный порт на Ближнем Востоке обрабатывает сегодня 217 судов. Ежегодный грузооборот около 22 миллионов контейнеров. Через этот порт проходит 90% всего импорта, поступающего в ОАЭ. Шейх стоит перед центральным экраном и смотрит на цифры. Не сидит, стоит. Руководитель инвестиционного фонда находится рядом и тихо комментирует отдельные показатели. Разговор ведется вполголоса, хотя в комнате больше никого нет. Это не конспирация, просто привычка говорить тихо там, где принимаются серьезные
серьезные решения. В 3.40 шейх указывает на один из показателей правого экрана. Доходность логистического актива в Юго-Восточной Азии упала на 4% за последние 6 недель. Руководитель фонда объясняет причину. Конкурирующий китайский оператор снизил тариф. Шейх задает два вопроса. Первый. Каков контракт с якорным клиентом этого актива? Второй. Есть ли возможность выкупить долю в китайском операторе? Оба вопроса фиксируются, и к утру следующего дня на стол лягут два аналитических заключения. Комната карт — это место, где Дубай виден целиком. Не как город с небоскребами и пляжами, а как финансовый механизм, части которого разбросаны по 6 континентам и работают одновременно, пока их владелец стоит перед экранами в подземном зале и смотрит на цифры. 4:15 шейх покидает подземный зал и поднимается на открытую площадку дворцового комплекса. Рабочий день официально не закончен, в расписании еще 2 встречи, но между ними заложен час, который личный секретарь обозначает в ежедневнике одним словом. Лошадь. Конный манеж на территории второго корпуса дворца Забиль не тот, что утром. Утренний для осмотра. Этот для езды. Площадь манежа 800 квадратных метров. Покрытие специальный песок, завезенный из Саудовской Аравии, с определенным размером фракции, который не травмирует суставы лошадей при галопе. Освещение регулируется отдельно для каждой зоны манежа. Шейх сам указал, какой угол падения света считает правильным. Его личный скакун по кличке Аль-Захир, чистокровный арабский жеребец гнедой масти, рожденный в 1998 на Королевском конном заводе в Шаруджи. Этой лошади 26 лет, и она давно не участвует в соревнованиях. Шейх держит ее исключительно для личной езды. Аль-Захир — единственная лошадь из 3000 в его владении, к которой он подходит без перчаток. 40 минут верховой езды. Охрана стоит по периметру манежа, но внутрь не заходит. Советники ждут снаружи. Телефоны отключены, не переведены в беззвучный режим, а именно отключены. Это единственный момент за весь день, когда шейх физически недоступен ни для кого. Люди, наблюдавшие эту картину годами, описывают одно и то же. В манеже он выглядит иначе, чем в переговорной. Там правитель, здесь наездник. Посадка безупречная, команды лошади подаются почти незаметными движениями колена и корпуса. Он начинал ездить верхом в 3 года и за последующие 6 десятилетий не пропустил, по свидетельствам приближенных, ни одной недели без верховой езды. 5:05 Аль-Захира уводят конюхи. Шейх переодевается и выходит на открытую террасу северного крыла. Отсюда виден горизонт над Персидским заливом. В это время года солнце садится в 6:22, и от террасы до линии горизонта чистая вода без единого здания. Это единственная точка в окрестностях дворца, откуда не видно ни одного небоскреба. 5:30. Пятая молитва дня. Шейх совершает ее здесь же, на террасе, расстелив личный молитвенный коврик, который возят за ним повсюду в отдельном кожаном чехле. Коврик соткан вручную в Иране в 1962-м, ему подарил его отец в день совершеннолетия. После молитвы шейх остается на террасе еще несколько минут и смотрит на закат. В 6:05 он возвращается в рабочий корпус. Следующая встреча. Делегация из Сингапура, которая предлагает партнерство в сфере цифровой инфраструктуры. Объем предполагаемых инвестиций — $800 миллионов. Делегация ждет в переговорной уже 40 минут. Никто из них не выражает нетерпения вслух. Они прекрасно понимают, что ожидание является частью протокола, а не проявлением неуважения. Шейх входит в переговорную ровно в 6:10, пожимает руку каждому из 7 членов делегации, называет каждого по имени без подсказки помощника и садится во главе стола. Встреча начинается без предисловий. Он сразу задает первый вопрос по существу проекта. Сингапурцы, судя по всему, этого не ожидали. Их презентация начинается со слайда номер 4 вместо первого. За окном переговорной догорает закат над Персидским заливом. В городе внизу зажигаются огни. Дубай переходит в ночной режим. И рабочий день его правителя еще не закончен. Сингапурская делегация покидает дворец в 8:45. Решение по проекту не принято. Шейх попросил пересмотреть структуру владения активами и вернуться через 10 дней. Для делегации это означает еще один перелет, еще одну неделю ожидания. Для шейха стандартная процедура проверки партнеров на серьезность намерений. Те, кто не возвращается после первого отказа, никогда не становились его партнерами. В 9:05 начинается ужин. И вот здесь все меняется. Утренний завтрак — семейная традиция. Обед — рабочий инструмент. Ужин — это совершенно другое. За ужином шейх принимает людей, которые никогда не появятся в официальном расписании и чьи имена не будут упомянуты ни в одном пресс-релизе. Сегодня за столом сидят 9 человек. 2 из них — действующие главы государств, прилетевшие в Дубай без публичного объявления. 1 — руководитель крупнейшего суверенного фонда Азии. Остальные — люди, чьи должности не имеют официальных названий, но чье влияние на финансовые рынки нескольких континентов измеряется конкретными цифрами. Ужин проходит в зале, которого нет на официальных фотографиях дворца. Потолок 12 метров высотой отделан мозаикой из смальты, выполненной венецианскими мастерами.
мастерами в 2003. Работа заняла 2 года и обошлась в $38 миллионов. На столе сервиз из белого фарфора с золотой каймой, изготовленный на заводе в Лиможе специально для королевского двора Дубая в единственном экземпляре. Каждая тарелка стоит $4000. Их 280 штук. Но ни сервиз и ни мозаика делают этот ужин кульминацией дня. За этим столом в течение 3 часов принимаются решения, которые не проходят через парламенты, советы директоров и комитеты. Один из присутствующих глав государств сообщает о готовности подписать соглашение о размещении новой портовой базы. Это открывает дубайским логистическим компаниям прямой доступ к рынку с населением в 200 миллионов человек. Руководитель Азиатского фонда предлагает совместную покупку пакета акций Европейской энергетической компании. Общий объем сделки составит $6 миллиардов. Шейх слушает оба предложения, ест и не торопится с ответом. Меню ужина готовилось 2 суток. Шеф-повар лично летал в Японию за конкретной партией говядины вагю из префектуры Хёго. Той самой, которую производят в строго ограниченном количестве и которую невозможно заказать через стандартных поставщиков. Второе блюдо – хубара, дрофа-красотка, традиционная охотничья птица арабского мира. Шейх охотится на хубару каждую осень в Пакистане и Казахстане с соколами собственного питомника. Сегодняшняя птица добыта 3 дня назад лично им во время охоты в окрестностях Мултана. Это не деталь меню, это символ. За этим столом едят то, что добыто собственными руками хозяина. В 10:40 разговор переходит к теме, ради которой, судя по всему, и собрались эти 9 человек. Один из гостей достает из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и кладет его на стол перед шейхом. Что написано на этом листе, неизвестно. Известно только, что шейх читает его молча около минуты, складывает обратно и произносит 3 слова по-арабски. Переводчика за этим столом нет. Все присутствующие говорят по-арабски. После этих 3 слов один из гостей кивает, второй берет телефон и набирает номер прямо за столом. В 11:15 ужин заканчивается. Гости разъезжаются. Кто на частный терминал аэропорта, кто в закрытые резиденции на Пальм-Джумейра. 2 главы государств вылетят из Дубая до рассвета, и их визит так и не появится ни в одном официальном источнике. Зал пустеет за 7 минут. Персонал убирает стол в полной тишине. Разговаривать во время уборки после закрытых ужинов запрещено внутренним протоколом дворца. Шейх остается в зале один, сидит за пустым столом еще несколько минут. Что именно произошло за этим ужином, станет понятно через несколько недель, когда в деловых новостях появится сообщение о неожиданных сделках и соглашениях, источники которых останутся неназваны. В 11:30 шейх поднимается из-за пустого стола и идет в личный покой. Не через парадный коридор, через внутренний переход, который соединяет банкетный зал с жилым крылом дворца напрямую. Этот маршрут короче на 4 минуты, и он пользуется им каждый вечер уже 20 лет. Личные покои занимают отдельное крыло площадью около 800 квадратных метров. Из мебели в спальне, кровать, 2 кресла и книжный шкаф. Никаких телевизоров, никаких экранов. Книжный шкаф занимает всю стену от пола до потолка и вмещает около 800 томов. Большинство – поэзии. Шейх Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум является признанным поэтом арабского мира и опубликовал под своим именем 12 поэтических сборников. Его стихи изучают в университетах Каира, Бейрута и Амана. В полночь он садится за небольшой письменный стол у окна и пишет. Ни документы, ни распоряжения, стихи. Это происходит каждую ночь, независимо от того, сколько встреч было днем и какие решения принимались за ужином. Личный секретарь подтверждает, за 30 лет службы не было ни одной ночи, когда шейх лег спать, не написав хотя бы нескольких строк. Некоторые стихотворения публикуются. Большинство остаются в личных тетрадях, которых накопилось уже больше 40. В половине первого ночи в кабинет приносят последнюю сводку дня. Краткий отчет дежурного советника о событиях, произошедших после 11 вечера по всему миру. Финансовые рынки Азии уже открылись, и там происходит кое-что важное. Индекс токийской биржи упал на 2% из-за неожиданного заявления Банка Японии. Это затрагивает один из активов Дубайского фонда напрямую. Шейх читает сводку, делает пометку на полях и кладет лист на край стола. Утром советник найдет его там с инструкцией. Час ночи, дворец полностью затихает. Охрана работает в ночном режиме. Периметр, камеры, дежурные посты. Персонал разошлись по своим помещениям. Город за окнами продолжает светиться. Дубай не засыпает полностью никогда. Порт работает круглосуточно. Аэропорт принимает рейсы каждые несколько минут. Стройки в некоторых районах не останавливаются даже ночью. Шейх ложится спать в 1:15. Не в час, не в 1:30. Именно в 1:15. Через 3 часа 45 минут прозвенит будильник, и все начнется заново. Вот ответ на вопрос, заданный в начале. Как выглядит день человека, чье состояние превышает $300 миллиардов? Он начинается в 5 утра на конюшне и заканчивается в 1 ночи за письменным столом со стихами. Между этими двумя точками 11 встреч, 37 подписанных документов, решение на суммы в несколько миллиардов долларов, закрытый ужин с главами государств и 40 минут верховой езды на 26-летнем жеребце. Но самый неожиданный факт этого дня не в цифрах и не в сделках.
сделка. Самый неожиданный факт в том, что человек, контролирующий крупнейший логистический узел планеты, владеющий авиакомпанией, которая перевозит 60 миллионов пассажиров в год и принимающий за ужином глав государств без единого журналиста поблизости, каждую ночь садится писать стихи и считает это такой же обязательной частью дня, как утреннюю проверку лошадей и подпись на финансовых документах. В его личных тетрадях строфы соседствуют с пометками о логистических активах и портовых соглашениях. Это и есть один день из жизни самого богатого шейха Дубая. День, который не помещается ни в одно привычное представление о том, как живут самые богатые люди мира.